Приветики, друзья мои! Сегодня по мотивам моего поста в Телеграм, в Инстаграм я тоже написала. В Инстаграме вообще, конечно, там не особо я получила какой-то отклик, но написала в Телеграм, получила много вопросов. Но в Инстаграме люди, наверное, больше стесняются спросить, а в Телеграме более открыто задают вопросы. И в общем и целом я поняла, что пост, который я написала, он требует разъяснений. Я писала пост на то, как в гороскопе увидеть потенциал на хорошую недвижимость или на то, что у человека будет много недвижимости в гороскопе, потому что вообще-то это тоже мы можем посмотреть. И сегодня в этом видео я постараюсь раскрыть эту тему, показать вам, как можно посмотреть через гороскоп потенциал на хорошую недвижимость. Значит, ключевые точки, которые у нас есть, когда мы вообще исследуем тему недвижимости. То есть, если у нас человек обращается с вопросом, там, куплю я, не куплю, получу, не получу, будет ли у меня когда-нибудь недвижимость или не будет, мы, естественно, должны в целом рассмотреть потенциал гороскопа на владение недвижимостью. Хорошая, много, либо не очень много, либо вообще у человека там эта сфера очень сильно страдает. И в зависимости от того, насколько у человека в гороскопе процветает эта сфера в статическом варианте, да, то есть изначально показания гороскопа, с которым человек родился, настолько человеку, скорее всего, будет и проще. То есть кто-то покупает одну квартиру, там сдает в аренду, гасит ипотеку, покупает вторую квартиру, а кто-то собирает там всю жизнь на первый взнос и никак насобирать не может. И вот мы должны иметь в виду, что у нас есть ключевые точки, которые мы рассматриваем. Это Марс, показатель недвижимости. Обязательно во всех гороскопах Марс у нас является не только там показателем физической силы, активности, но и показателем недвижимости. Вторая точка – это Матрикарака. Это чара Карака, Матрикарака, я покажу вам, где ее смотреть. И третья точка – это управитель четвертого дома гороскопа. Четвертый дом гороскопа – это дом недвижимости, транспорта, мамы, психологического состояния, внутреннего ощущения счастья. И мы смотрим три дробные карты. Это D1, D9, D4, где D4 у нас самая главная дробная карта с точки зрения недвижимости. D1 в целом весь гороскоп, D4 это дробная карта недвижимости. И, значит, признаки я сейчас озвучу, потом покажу на примере, как мы эти признаки смотрим. Первое. Марс, Матрикарака в первом доме гороскопа, либо связь первого и четвертого дома гороскопа. В целом, даже я буду, наверное, переключаться. Марс, Матрикарака в первом доме гороскопа. Я бы вот даже переключалась. Вот так. Я открыла Бен Аффлека гороскоп. Сделаю вот так вот немножко. И я открыла Бен Аффлека гороскоп. Значит, Марс, Матрикарака в первом доме гороскопа. Вот у нас в целом первый дом гороскопа. И если вы плохо разбираетесь в этом всем, вы можете вот на сайте Ведик-Хора построить свой гороскоп и посмотреть. Вот у нас, есть ли у нас планеты здесь, в первом доме гороскопа. У Бена Аффлека есть планеты в первом доме гороскопа. Чтобы было проще, я еще сделаю вот так. И у нас будет видно, что у него находится в первом доме гороскопа Венера Матрикарака. То есть первое вот это вот указание на хорошую недвижимость, вот эта вот первая точка у нас есть. Потому что чем больше вот этих вот точек мы посчитаем сами, тем лучше. И у Бена Аффлека получается в первом доме гороскопа не Марс, а Венера Матрикарака. И Венера Матрикарака, кстати, тоже здесь имеет значение, потому что Венера у нас показатель транспорта. И у Бена Аффлека целый гараж, помимо того, что у него есть автомобили, у него целый гараж мотоциклов. Он фанат вообще мотоциклов. Но смысл такой: Венера, Матрикарака в первом доме гороскопа есть, Марса в первом доме гороскопа нету. Если мы посмотрим гороскоп D9 и D4, вот нам еще нужно посмотреть, сейчас я себя... И D4 нам нужно посмотреть. В D9 у нас та же самая Венера стоит в первом доме гороскопа, и в D4 у нас стоит Юпитер, но он у нас не Марс, не Матрикарака. Но первый пункт у нас выполнен. Связь первого и четвертого дома гороскопа. Это значит, что управитель первого дома должен быть в четвертом доме, либо управитель четвертого дома в первом, либо управитель четвертого и первого, они где-то вместе соединяются. Если вы не знаете вот знаки зодиака, то вы тогда можете посмотреть вот здесь, в этом списке, кто у нас управитель четвертого.
У нас вот управитель 4-го дома гороскопа и 1-го дома гороскопа в основном гороскопе это Меркурий. Это в целом у нас уже есть связь 1-го и 4-го дома гороскопа. То есть близнецы по факту рождения получают бонус на владение недвижимостью, транспортом. Вот у нас связь 1-го и 4-го дома гороскопа. Если бы, допустим, у нас Меркурий был просто управителем 4-го, не управлял 1-м домом гороскопа, то тогда бы мы посмотрели, он стоит в 1-м доме гороскопа, либо он еще где-то стоит. Ну, у нас Меркурий здесь управляет 1-м и 4-м домом гороскопа, но он не стоит в 1-м доме. Здесь в гороскопе Навамша управляет 4-м домом гороскопа у нас Венера, и она стоит в 1-м доме. И в D4 у нас 4-м домом гороскопа управляет Юпитер и стоит в 1-м доме гороскопа. Здесь точно так же, если вам прям очень надо разобраться, здесь точно так же написано управитель какого дома, и вы понимаете, в каком доме он стоит. Вот у нас, допустим, в основном гороскопе Солнце стоит во 2-м доме гороскопа, и оно управляет 3-м. Вот Солнце стоит во 2-м доме и управляет 3-м. То есть это прям для чайников. Следующий пункт. Второй пункт у нас выполнен. Марс, Матрикарака или управитель 4-го дома участвуют в раджа-йогах или стоят в 5-м, 9-м домах. Что такое раджа-йоги? Это когда управитель 1-го, 5-го, 9-го связан с 1-м, 4-м, 7-м, 10-м домами гороскопа. Либо когда управитель 1-го дома, например, или 4-го, 7-го, 10-го стоит в 5-м, 9-м доме гороскопа. Если вы, опять же, не разбираетесь, вы не астролог, то вы тогда можете посмотреть вот сюда, зайти во вкладку йоги и, например, сделать вот так вот, раджа-йоги. Здесь у нас написано Венера, раджа-йога. Вот она, управитель 9-го дома, находится в 1-м доме гороскопа. И это Матрикарака. То есть Матрикарака у нас участвует в раджа-йоге. Матрикарака сама у нас участвует в раджа-йоге. Венера здесь находится в очень хорошем положении. Показатель недвижимости, транспорта Матрикарака находится в очень хорошем положении, и это тоже укрепляет сферу недвижимости и транспорта. Если мы посмотрим, здесь у нас тоже Венера находится в раджа-йоге как хозяйка 4-го дома и Матрикарака. Марс у нас находится в 5-м доме гороскопа, что тоже очень хорошо. В гороскопе D4 у нас, в принципе, Марс находится в 9-м доме гороскопа, но не в раджа-йоге. Ну, тоже в целом неплохо, в 9-м доме гороскопа. Но в общем и целом вот это вот у нас тоже выполняется обязательство, обещание. Марс, Матрикарака или управитель 4-го дома в своих знаках или знаках своей экзальтации. То есть если Марс, Матрикарака или управитель 4-го дома гороскопа находится в своих знаках или в знаках экзальтации, это уже очень хорошо. Здесь у нас Матрикарака находится в Близнецах, но это не свой знак. Марс во Льве тоже не в своем знаке, не в экзальтации. Управитель 4-го дома гороскопа у нас Меркурий тоже не в своем знаке. Здесь у нас Венера тоже, вы будете сами смотреть, но Юпитер находится в своем собственном знаке Стрельце. А вот Венера, Матрикарака, кстати, здесь находится в падении с Плутоном. Все-таки здесь есть кое-какой минус. У Бена Аффлека 2 особняка, но один особняк горел у него во время пожаров, когда были пожары в Лос-Анджелесе, и у него один из особняков сгорел полностью или не сгорел, не знаю, но были моменты, но сам по себе вот этот вот потенциал, он все равно у него имеется. Марс, Матрикарака или управитель 4-го дома в связи с Гаджи-Кешри-йогой. Это Луна плюс Юпитер. То есть, когда Марс, Матрикарака, либо Венера, Марс, Матрикарака, либо управитель 4-го дома гороскопа стоят рядышком, либо соединяются с Гаджи-Кешри-йогой. Но здесь у нас такого нету. Ну, допустим, если бы у нас здесь стояла Венера, Луна, Юпитер, это было бы Гаджи-Кешри-йога, когда Луна и Юпитер вместе находятся. И тогда бы была вот Гаджи-Кешри-йога. Но Гаджи-Кешри-йога тоже, если она есть в гороскопе, она должна быть здесь тоже во вкладке йоги, вы тоже можете это посмотреть. И здесь вы можете для гороскопа D9 посмотреть, допустим, для вот этого вот, и для гороскопа D4 вы тоже уже можете посмотреть, если вы не можете сами посчитать. Потом,
Следующее. Марс Матрикарика, управитель 4-го дома на оси Раху и Кету. Это очень просто. Вот у нас стоит управитель 4-го дома гороскопа Меркурий на оси Раху и Кету. То есть соединен либо с Кету, либо с Раху. Может быть Марс, допустим, соединен с Кету или Раху. Если бы у нас был здесь Кету, здесь Раху, то тогда бы у нас был Марс. Если бы у нас здесь был Кету, Раху, то тогда бы была Венера Матрикарика. Вот у нас здесь есть управитель 4-го дома на оси Раху и Кету. Здесь у нас этого нет. И здесь у нас этого тоже нет, только в основном гороскопе. Раху Кету на оси 4-10, 4-10 дом или рак Козерог. Вот он, пожалуйста, рак Козерог, это знак зодиака рак, четвертая цифра, и знак зодиака Козерог. Если здесь Раху Кету, то это на оси 4-10 дома. Если здесь нету, вот в этих домах, то тогда мы смотрим рак Козерог знак. Но с Раху Кету на оси рак Козерог, 4-10 дом гороскопа все не так просто, потому что они могут давать и наследство, они могут давать спорную недвижимость, они могут давать недвижимость, которую человек приобретает, но в ней по факту не живет, они могут давать недвижимость, которая у человека есть номинально, то есть фиктивно, могут давать, допустим, наследство, в которое человек не может вступить, поэтому это, конечно, такой признак, который тоже указывает, что человек может получать недвижимость, но и у него может быть много недвижимости, но могут быть какие-то очень подводные камни. И последний признак. Марс Матрикарика, управитель 4-го дома в знаках или накшатрах Марса. Вот я здесь не написала, еще у нас знак зодиака Рак в знаках или накшатрах Марса. И Марс Матрикарика, управитель 4-го дома гороскопа в знаке зодиака Рак. Это тоже очень хороший признак. И знак зодиака Рак. Вот у нас управитель 4-го дома гороскопа Меркурий находится в знаке зодиака Рак. Марс у нас нейтрально, ни в своем знаке, ни в знаке Марса. Венера тоже. А вот если мы посмотрим, интересно, Венера у нас находится, так, вот если мы посмотрим, вы можете себе тоже так посмотреть вот здесь в чик накшатрах. Марс у нас находится в накшатре Кету, то есть не в марсианском. Меркурий у нас находится в накшатре Ашлеша в меркурианской. Венера у нас находится в накшатре Ардра. То есть накшатры для вот этих дробных карт вы не посмотрите здесь, но вы можете посмотреть для основного гороскопа. Здесь у нас Венера в Водолее не в знаке Марса. И, собственно говоря, все. И Юпитер просто в своем собственном знаке, но не в знаке Марса. И вот у Бен Аффлека 2 особняка, но по факту эти 2 особняка у него, видите, с подвохом, потому что у него еще здесь в гороскопе D4 Венера в падении. Вот у него классная карта на транспорт, и у транспорта у него много разного. А вот с недвижимостью, несмотря на то, что у него есть здесь признаки хорошие для владения недвижимостью, но у него еще управитель 4-го дома гороскопа ретроградный, но он и попал, когда были пожары. В общем, надеюсь, что после этого видео будет более понятно. То есть вот они все признаки. Вы можете себе их переписать, здесь еще добавить знак зодиака Рак и поисследовать гороскопы и поделиться впечатлениями, сколько признаков вы нашли в гороскопах и сколько у человека есть по факту недвижимости. Когда недвижимость, наоборот, проблемная, когда есть сложности или когда человеку сложно купить недвижимость, про это я запишу отдельное видео. Если интересно, я, возможно, потом запишу видео периоды, когда человек покупает недвижимость или когда человеку достается недвижимость. Я прошу вас не забывать об обратной связи, делиться этим видео с друзьями, ставить лайки. Благодарю вас за просмотр, за поддержку этого канала. И до новых встреч. Пока-пока.